我们叔侄合力，有什么去不得的？惊魂导器，天才，真是天才！都羽翼未丰。开始下一场。 Давненько не было видео по боевому континенту. Уже и турнир почти закончился. Мы подходим к самым грандиозным событиям. Ведь почти что развязалась война. А именно, принц Сю Тяньрань собирается взойти на трон. Хо Юйхай меняет свою модель, побеждает Лань Жожо из обычного альянса и сражается с потомков ангелов. Мы видим, что принц Сю Тяньрань покинул дворец Солнца и Луны и встретился со своим дядей. Что касается личности этого человека, то на самом деле он был принцем по имени Сюй Годжун, и склад оружия, ограбленный Хо Юйхао, принадлежал ему. Согласно их плану, если дядя и племянник объединят свои силы, то они станут непобедимы. Сюй Годжун был одним из самых уважаемых деятелей в Империи Солнца и Луны. Он был принцем, который также был механиком 9 класса, соревнуясь с наследным принцем Сю Тяньранем за корону. Как мы видим, у Хо Юйхао совершенно новый стиль моделирования, и это новый дизайн гуманоидного проводника души Хо Юйхао. Когда-то на канале было видео о костюме робота, что создал Хо Юйхао на турнире механиков. Теперь, когда он принял участие в финале подпольного соревнования механиков, он лично создал такой мех, который мгновенно поразил всех. В конце концов, подобные механизмы человеческой формы в виде робота являются высшим направлением исследований зала добродетелей, и они очень большие по размеру. Однако гуманоидный духовный проводник Хо Юйхао очень мал и проворен, а самое главное, когда Хо Юйхао надевает его, он может свободно ходить. Такая металлическая броня смотрится довольно любопытно. Хо Юйхао как железный человек. Даже его голова была смоделирована по лицу Хо Юйхао, за исключением того, что его волосы имели боковую челку, и он носил металлическую маску для глаз. После начала финала турнира механиков, представители, отправленные 3 основными силами, прошли испытания по созданию собственных проводников душ, и только 8 человек прошли его, а затем начались бои на выбывание. Эти бои не были такими же, как на турнире мастеров континента. Это была настоящая смертельная битва. Это подпольный турнир, в котором не так много правил, которые защищают участников. На втором этапе им необходимо использовать духовные инструменты, созданные ранее, для борьбы, а победитель выйдет на следующий этап. Хэ Кайта достался участник из таинственной торговой палаты, Джао Шоу Цзэ, а Хо Юйхао – участница из обычного альянса. Ее звали Лань Жожо. Видно, что это красивая девушка, она носит вуаль и фиолетовую одежду. Но Хо Юйхао не собирался поддаваться противнику. Надев броню, он выложился по полной. Хотя у Лань Жожо была некоторая боевая сила, в конечном итоге она была побеждена Хо Юйхао и устранена. Больше нас интересует противник Хо Юйхао, что является потомком духа боевого ангела. После победы над Лань Жожо, Хо Юйхао успешно вышел в финал. Его оппонентом был мастер из обычного альянса. Ее звали Е Гуи. Стоит отметить, что Е Гуи является потомком ангелов, поскольку обладает ангельским боевым духом. Но вот является ли она потомком Цянь Ринсю из первой части, сказать действительно сложно. Если это так, то это большая отсылка к событиям жизни Тансана. Е Гуи также вышла в финал, обладая огромной силой, напрямую активировала свой ангельский дух и провела решающую битву с Хо Юйхао. Ее глаза были очень похожи на глаза Цянь Ринсюя. Без сомнения, это будет захватывающая дуэль с Хо Юйхао. Кстати говоря, на многих китайских ресурсах говорится, что она все-таки является потомком Цянь Ринсюя, и она также обладает тем же ангельским боевым духом. Вначале это красивая девушка в очках, но после этого превращается в ангела. Е Гуи очень похожа на Цянь Ринсюя. Вероятно, это потому, что создатели аниме ссылались на предыдущую модель персонажа Цянь Ринсюя при ее разработке. Е Гуи расправила 3 пары световых крыльев и взмыла в небо, окутав всю арену священной аурой. Этот новый персонаж, только что появившийся на сцене, на самом деле обладал священным ангельским боевым духом, который, казалось, был утерян тысячи лет назад. Чтобы рассказать о драматизме этого противостояния, следует начать с убийства, которое принц Сю Тяньрань спланировал 3 дня назад. Внезапные колебания энергии со стороны дворца заставили мастера Цзин Хунченя изменить выражение лица. Титулованные 98 уровня объединили свои силы для атаки.
Это были старейшина Сюаньцзы и Дубусы из секты тела. Два потока энергии устремились прямо в небо, но были отрезаны в воздухе черным барьером. Титулованный 99-го ранга Лун Сяо Яо стоял в воздухе, заложив руки за спину, и одной его ауры было достаточно, чтобы подавить двух супертитулованных. Это решающее сражение позволило по-настоящему убедиться в том, что мощи экстремального титулованного 99 уровня достаточно, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Возвращаясь к турниру механиков, Хуэйхао продемонстрировал образцовое мастерство. Он управлял костюмом робота, чтобы точно разбить оружие Лань Жожо, и его контроль был идеальным. Самый захватывающий поворотный момент произошел в финальном раунде, когда Егуи развернула ангельское поле, чтобы очистить злых духов. Хуэйхао внезапно использовал разделение разума, чтобы передать сообщение. У нас с тобой одна цель. Эта операция была удивительной, поскольку она не только позволила избежать раскрытия личности некроманта, но и создала возможности для последующего сотрудничества. В тот момент, когда открываются врата мертвых, изображение 12 рыцарей смерти, переплетающееся со священным пламенем, создает сцену с большим визуальным эффектом. И это столкновение света и тьмы закончилось тем, что Хуэйхао умело управлял нежитью, демонстрируя свою силу, не причиняя при этом никакого вреда противнику. В руках Егуи был не настоящий святой меч ангелов, а всего лишь духовный инструмент. Это потому, что святой меч ангелов может быть призван только после использования воплощения духа. Но Егуи в этой сцене вряд ли использовала боевую душу. Представьте, как отреагировали мастера секты Святого Духа на появление ангельского духа. Ведь это естественный враг всех злых мастеров. Как только появилась Егуи, она стала целью, и ее решили сразу же убить. Причина проста. Она обладала ангельским духом, а в соревновании много злых мастеров, включая некоторых людей из церкви Святого Духа. Хорошо, что ее спас Хуэйхао, иначе ее судьбе не позавидовать. После этого Егуи даже присоединилась к секте Таан, и в оригинальном романе Егуи все еще была тайно влюблена в Хуэйхао. Как он ее спас? Произошла напряженная схватка между Егуи и силой, скрывающейся за дверью нежити. Егуи, используя свою ангельскую силу, уничтожила последнего рыцаря смерти и пыталась уничтожить дверь. Из нее появилась загадочная золотая фигура, обладающая святой аурой, похожей на ее собственную. Именно тогда Егуи осознала, что все, что говорил Хуэйхао, было правдой, потому что святую ауру невозможно подделать. Она потеряла контроль над собой. Ее ангельские крылья сократились с 4 до 2, обездвиженная и окутанная мрачным светом, она была затянута внутрь двери, которая захлопнулась, словно пожирая ее. Что касается Хуэйхао, то после исчезновения двери нежити, он вновь появился на арене в своем металлическом боевом снаряжении. Однако теперь его глаза, прежде сиявшие золотым светом, стали кроваво-красными, а окружающие ощущали от него зловещую ауру. Его сила и безжалостность потрясли всех. На самом деле, вреда Егуи не было, и этот трюк Хуэйхао был необходим, чтобы обмануть экспертов злых мастеров. Ведь Егуи исчезла, и они не могли ей навредить. Нас ждет очень интересный сюжет. С нетерпением ждем металлический костюм Хуэйхао. Большое спасибо за просмотр. Поддержите, пожалуйста, это видео лайками и комментариями. Подписывайтесь и всем пока.